Привет, друзья! С вами проект Power Device, и мы, как обычно, говорим здесь об улучшении наших Android-телефонов. В данном видео речь пойдет практически о всех современных Android-телефонах. Поделюсь с вами самой новой версией виджета с погодой от Motorola. А также покажу, как установить вот такую галерею на ваш Android-телефон. Данная галерея распространяется только на флагманах Xiaomi. Она умеет выделять объекты, легко удалять с них фон, как в фотошопе. А также здесь можно выделять текст с картинок вот таким образом. Друзья, обязательно смотрите ролик до самого конца, чтобы у вас потом не возникало лишних вопросов. Приведу примеры работы приложения галерея. Смотрите, это мой телефон Realme GT Neo 3. Приложение я сюда уже установил, заходим в него. Открываю какое-то фото, удерживаю на нем. Все прекрасно работает. Теперь можно нажать «Сохранить». Фон удаляется, и наше фото появляется здесь. На данном этапе для владельцев телефонов Xiaomi я должен выделить один неприятный момент. Вот они, данные приложения, которые я только что показывал вам на телефоне Realme. И как вы уже понимаете, эти приложения вытащены из флагманов Xiaomi и переделаны под многие Android современных версий. Поэтому, к сожалению, например, на мой Redmi Note 10 Pro эти приложения попросту не устанавливаются. Система MIUI на них ругается. Все дело в том, что это среднебюджетный телефон, и по умолчанию здесь таких функций нет, и эти переделанные приложения также сюда не установить. Смотрите, я его устанавливаю, система на него ругается, так как это переделанное приложение. Я даже пробовал удалять родное приложение галереи отсюда с помощью приложения Brevent, а потом отдельно пробовал устанавливать это. Все равно, к сожалению, не выходит. Но здесь же сразу отмечу, что на какие-то телефоны Xiaomi это может установиться. Например, я подозреваю, что это может установиться на более ранние версии Android. Здесь Android 13 и MIUI 14. Система воспринимает это приложение как чужеродное. Но все же однозначно вы можете попытаться установить это на свои телефоны Xiaomi, если родные приложения у вас не обладают такими функциями. Ну а если говорить вообще о других Android-телефонах, это смартфон Akitel. Он на голом 13-м андроиде. Смотрите, вот они, вырванные и переделанные приложения из флагманов Xiaomi. Устанавливаю сперва галерею. Теперь искусственный интеллект. Галерея от Xiaomi появляется на рабочем столе. Захожу сюда и даю все разрешения. Далее настройки. Доступ ко всем файлам, чтобы галерея видела все мои фото. Открываю фото, удерживаю на нем. Если сразу выделение объекта не происходит, попробуйте еще раз. Закройте фото и снова откройте его. Нажимаю «Сохранить». Фото появляется здесь. Все просто. Конечно, также здесь работает и выделение текста. Это фото я снимал для обзора на этот телефон. Удерживаю на тексте, он без проблем выделяется. Еще выделение текста можно сделать так. Внизу нажимаем «Еще», «Распознать текст». Это слово появляется здесь, отсюда мы можем его скопировать. Также стоит отметить, что на телефонах Xiaomi с оригинальным приложением, если зайти вот сюда и изменить фото, то мы попадаем в редактор. Кстати, недавно на своем канале показал, как обновить этот редактор, здесь появляются новые функции. Если не видели этот ролик, обязательно посмотрите. Так вот, естественно, если вы установили эту галерею на какой-то другой Android телефон и нажмете «Изменить», вас попросит скачать плагин, нажимаем «Загрузка» и ничего не произойдет, потому как этот плагин привязан к системе MIUI, и на другие Android-телефоны он просто так не скачается. Итак, какой же вывод с приложением галерея и искусственным интеллектом? Если у вас современный телефон Xiaomi и он приближен к флагману, то вы можете на моем канале скачать оригинальные приложения, это новая галерея и искусственный интеллект. И у вас просто и легко появятся эти фишки, и даже больше. Но повторюсь, все зависит от вашей модели Xiaomi, на некоторые это не подходит. Ну а если у вас какие-то другие Android-телефоны, например Realme, то вы можете установить вот это приложение галерея и искусственный интеллект, которое распространяется для всех Android-телефонов. Опять же, на всех версиях Android я не могу это протестировать, так что не судите строго. Если что, удаляются они легко. Зайдите в приложение, управление приложениями, 3 точки, показать системные процессы, в поиске пишем галерея, заходим в нее и нажимаем удалить, а также по-английски Mi. Вот оно, второе приложение, его также можно удалить. Теперь, что касается фирменного виджета и погоды от Motorola. Смотрите, вот этот виджет 4.10.22 это последний виджет, которым я делился.
Теперь появился 4.10.24, еще более стабильный. Как и файлы с галереей, которые я показывал ранее, этот виджет скину в свой телеграм-канал. Все это вы сможете там скачать. Ссылка будет в описании под этим роликом. Не забудьте подписаться на мой телеграм, чтобы ничего не пропускать. Итак, просто установите данное приложение. Теперь заходим в стандартные виджеты Android, и в самом низу должны появиться виджеты Moto. Самый интересный здесь, по моему мнению, адаптивный. Нажимаем «Понятно», ставим галочку. Теперь удерживаем на виджете, чуть-чуть его двигаем и растягиваем. Он может вот так изменяться, как вам удобно. Теперь нажимаем плюсик, местоположение можно не включать, нажимаем «Добавить место», пишем свой город. Отсюда можно выйти. Далее, друзья, рекомендуется зайти в настройки, приложение, разрешение, автозапуск в фоновом режиме. И если вы постоянно будете использовать виджет Moto, чтобы у него здесь своевременно обновлялась погода, нужно ставить это приложение в автозапуск. И также, если на нем удержать, нажать «Изменить», выбрать, например, вот такие часы, и мы можем изменять различные параметры. В общем, я уверен, вы разберетесь сами. В поддержку канала делитесь этим видео со своими друзьями. Также не забывайте ставить лайки, подписывайтесь на канал. Если у вас будут какие-то вопросы, задавайте их в комментариях, постараюсь помочь. До встречи в следующих роликах. Пока-пока.